Всем привет! С вами IG Daily и тема сегодняшнего разговора: как немцы экономят тысячи евро на коммуналке, и правда ли это, что немцы после того, как приняли ванну, этой же водой смывают туалет? Такого даже я не слышала, по-моему. Но на самом деле многим с октября повысили, например, цены на электроэнергию. Но не стоит забывать, что в Германии есть достаточно много возможностей экономить на коммунальных платежах. И сегодня мы разберем 10 основных пунктов, которые помогают немцам регулировать свои коммунальные платежи и экономить на них приличные суммы. А вы наливайте кофеек-чаек, и мы начинаем. Итак, первый пункт, как это ни странно, правильно топить. Ведь платежи за отопление занимают достаточно большую часть среди всех остальных коммунальных платежей. И многие почему-то думают, что когда мы выходим из дома, либо ночью, можно выключить отопление, и тем самым вы будете экономить, а потом утром, например, включить. Но это очень большое заблуждение, потому что как раз-таки тогда, чтобы заново нагреть вашу квартиру, либо дом, требуется очень большое количество этой энергии, этого тепла, например. Поэтому рекомендуется никогда не выключать отопление в данных случаях. Лучше, например, его немного уменьшить. Комфортная температура для человека составляет от 19 до 21 градуса. Поэтому, когда вы немного уменьшаете отопление, у вас становится немного прохладнее, поэтому достаточно экономно все равно расходуется. Сейчас тебе хейтеры напишут в комментариях: как это так? Меньше чем 27 градусов плесень появляется в квартирах. Вы что тут такое всем рассказываете? Нет, это действительно по ВОЗу даже, по Международной организации здравоохранения. У них так и сказано, что комфортная для человека температура 21 градус, при этой температуре также не образуется плесень в домах и так далее. Конечно, вам ее нельзя выключать, у вас должны быть прогреты все углы вашего дома, и тогда все будет нормально работать и функционировать. По поводу того, как у нас была, я не помню, какая, вторая квартира, и там был газовый нагреватель, газовый котел, который стоит у всех. Я лично экспериментировал, пробовал и в 5 часов, чтобы отключалось отопление. Короче, я пробовал, и по итогу у меня вышло так, что оно все равно получается все одинаково, если вы просто оставите отопление, и оно у вас будет работать. Я все перепробовал, то есть я топил днем, я топил только ночью. На самом деле немцы делают немножко тоже неправильно. Они не топят ночью, потому что считается, что ночью вам якобы не нужна температура. Но проблема вся в том, лично у меня, что если я встаю утром рано на работу, и в квартире у нас 19 градусов, я все равно включаю отопление. Но это полный бред. И, конечно, спать лучше при прохладной температуре, то есть мы стараемся тоже, чтобы температура в спальне не поднималась там больше 22,3 градуса, чем жарче. Это много. Да, начинает у вас сушить нос, и мы уже от этой жары отвыкли. То есть, например, в Германии нет никаких соседей, которые бесплатно вам будут дарить бензин, газ и так далее, и они здесь очень экономят. Тут нет такого, что у вас по полной программе работает батарея, и у вас при этом открыта форточка или окно на проветривание. Ну, такого бреда здесь нет. То есть, да, вы спите с закрытыми окнами, работает, например, отопление, или оно выключено у немцев, и потом на утро вы открываете окно, обязательно проветривать, потому что, да, бактерии, некоторые гибнут, бактерии, даже если вы открываете, например, окно с утра. То есть это не только полезно, но и вы впускаете свежий воздух. И некоторые бактерии перестают размножаться при том, когда они в тепла попадает холодный воздух. И ты плавно перешел ко второму пункту: правильное проветривание. Немцы фанаты проветриваний. Но здесь стоит не забывать, что ваше окно не должно быть постоянно открыто на проветривание, потому что теплый воздух, как известно, поднимается наверх, он просто будет весь улетучиваться вместе с вашими деньгами на улицу, в прямом смысле. Вот. Но проветривать необходимо, опять же, как ты сказал, для свежего воздуха, для того, чтобы не образовывалась плесень. В целом рекомендуется проветривать хотя бы 3 раза в день от 5 до 10 минут. И лучше открывать все-таки окна, тогда форточки, допустим, в комнатах, которые напротив друг на друга расположены сразу, тогда этот воздух будет лучше циркулировать и лучше будет проветриваться, соответственно, ваш дом либо ваша квартира. Следующий и очень важный пункт
это экономия электроэнергии. Здесь достаточно простые советы, которым нас еще учили в детстве. Когда выходишь из комнаты, выключай свет. Все элементарно и просто, но, как обычно, самое простое является всегда самым эффективным. Также, если у вас есть приборы, которыми вы очень редко пользуетесь, просто выключайте их из розетки. Они все равно тянут электроэнергию. Это правда. Также в Германии есть такая тема, как перепроверка своих тарифов. Буквально 2 недели назад мы поменяли в очередной раз поставщика энергии. В Германии это делать можно и нужно. Поставщик энергии поднял нам на 10 центов за киловатт энергию, и там надо было больше платить 30 евро в месяц. То есть 30 евро в месяц это более 300 евро в год, что уже на самом деле ощутимая сумма. Мы буквально за несколько дней его поменяли. Вы просто заходите на сайт, оставляете заявку, переключаетесь. Вас никто не придет, вам ничто вашим счетчиком делать не нужно. Просто у вас меняется контракт, меняется поставщик, и вы будете платить чуть-чуть дешевле, чем мы сейчас платили. Есть некоторые, которые дают вам, например, бонусы. Можно менять каждые полгода. Каждый год гарантия бывает на год, на 2, на 3, на полгода. Гарантия именно цены. Это надо смотреть. Есть, например, определенные сайты, где вы можете это все сравнить и где вы можете поменять самого поставщика электроэнергии. Не только электроэнергию можно менять, также можете менять поставщика газа и даже в некоторых случаях поставщика отопления, если оно у вас централизовано. Да, не все из тех, кто недавно переехал в Германию, знают, что в Германии более 1000 поставщиков электроэнергии, а значит, вы можете их менять. Также, если вы давно не меняли своего поставщика, очень часто ваши цены могут быть выше, чем сейчас актуальные на рынке. Допустим, как ты уже сказал, мы недавно поменяли своего поставщика из-за того, что наш предыдущий повысил цены. Это делается буквально в несколько кликов в интернете. Они сами отправляют, новый поставщик разбирается со старым, они сами отправляют кюндигунг, то есть разрывают ваш предыдущий контракт. И что еще интересно в данном случае? Буквально через несколько дней после этого нам пришло письмо от нашего старого поставщика, и он просит: ну, может быть, вы все-таки передумаете. Если передумаете, мы вам дадим еще бонус в 150 евро. И это достаточно распространенная практика в Германии. Поэтому, если вас не устраивают ваши актуальные цены на электроэнергию, пожалуйста, посмотрите в интернете. Возможно, есть более дешевые тарифы. Возможно, есть бонусы, цена за киловатт будет меньше. Либо вы так можете значительно сэкономить, если умножить даже эти же 30 евро в месяц на год. Получится приличная сумма. Следующий пункт – это классы энергосбережения ваших устройств дома, ваших лампочек, ваших телевизоров, ваших приборов. Это тоже очень важно. Конечно, на сегодняшний день техника, в принципе, очень хорошего качества и держится довольно долго, но периодически вам надо ее обновлять, чтобы вы не платили слишком много за электроэнергию. Конечно, вы скажете: ну где же здесь экономия, если я куплю стиральную машину за 300 евро, и оно будет у меня потом накручивать. Ну, наверное, правильнее, да, купить изначально очень хорошую какую-то, с хорошим классом потребления, то есть с очень низким классом потребления, чтобы потом вам не так часто приходилось это менять. И тогда вы тоже будете экономить. Как мы уже говорили, у нас в квартире нет обычных ламп, у нас все лампы LED, то есть LED-лампы, которые на диодах работают, и они потребляют, в принципе, уже очень мало энергии. И мы ими, конечно, довольны, и, в принципе, мы расходуем довольно мало электричества по нынешним меркам, или по старым даже меркам, если сравнить, то в семье из 4 человек, да, мы мало электричества расходуем, хотя у нас там в стендбай стоит телевизор постоянно, который тоже мотает энергию, у нас там постоянно заряжаются какие-то наши приборы, такие как телефоны, такие как ноутбуки, планшеты и так далее. Даже ручку надо заряжать сегодня. Следующий пункт – это экономия воды. Не все знали, что даже если вы на 5 минут сократите ваше пребывание в душе, это будет уже на 60 литров воды меньше, между прочим. Запиши себе. Да, конечно. Что ты там говорил про ванну?
Миф это или правда, что немцы после принятия ванны смывают это водой? Не, ну это, конечно, бред. Может быть, раньше это и было такое, сегодня такого нет. А вот то, что до сих пор осталось, то есть это, например, если дети покупались в ванной, потом купаются взрослые, мы лично в этом тоже никакой проблемы не видим. У нас дети не работают на шахте, чтобы после них нельзя было нам мыться. Мы, конечно, например, там ребенок покупался, чуть-чуть воды сливаешь, теплой добавляешь. Ну, это просто не то, что экономия, это нормальное разумное потребление земельных ресурсов, скажем так, потому что они тоже и вода, и все остальное не бесконечное. Много у кого есть засуха. Кроме Германии. В Германии нет засухи, хотя они говорят каждый год, да, вот тут была засуха, я не знаю. Там, где мы раньше жили на севере, там 3 месяца подряд может идти дождь. В принципе, мы можем в Германии консервировать эту воду и продавать ее. Это будет дождевую, и просто это будет каждый второй миллиардером, скорее всего. Поэтому Германия, я не думаю, что это грозит. Но в Германии, что очень проблематично и, в принципе, стоит дорого, это не только вода. Вы платите одинаково за воду, за кубы, и столько же вы платите за то, что вы ее утилизируете, за канализацию. То есть канализация тоже очищается, очистные сооружения, которые потом, они не просто в грунтовые воды уходят, они очищаются, и потом только их сбрасывают и уходят в воду, они уже очищенные. Поэтому здесь очень строго. Масло автомобильное никто не будет сливать вам в канаву и так далее и тому подобное, потому что вы эту воду потом пьете, и вода здесь превосходнейшего качества. Даже здесь на юге, где мы живем, если посмотрите наши рилсы. Кстати, кто не подписан на наш Инстаграм или ТикТок, подписывайтесь, мы там выкладываем много различной информации. А кто новенький здесь, то ставьте лайки, пишите комментарии, а мы дальше продолжаем. Также немцы никогда не будут запускать стиральную машинку, либо посудомоечную машинку, если там всего 3 тарелки стоит, например, или 2 футболки. То есть они все-таки ставят, включают посудомоечную машинку, либо стиральную машинку при полной загрузке. И что еще немаловажно, они выбирают эко-режим. Он длится часто дольше, например, но он экономит все-таки и воду, и электроэнергию. Конечно, стиральную машинку не рекомендуется постоянно включать при 30 либо 40 градусах. Иногда все-таки нужно ее включать на 90. Но когда у вас обычные какие-нибудь, не знаю, футболки, либо не слишком загрязненные вещи, не стоит их стирать на 90 градусов 3 часа, например, если можно просто освежить за 30 минут при 30 градусах. Это тоже вполне удобный вариант, подходящий. Да. Следующий пункт у нас сортировка мусора, а также что можно сюда отнести, это сдача бутылок. То есть это любимое занятие немцев, и мы его тоже поддерживаем, потому что это, в принципе, прибыльное дело сдавать бутылки. Да, многие напишут, что у вас так называемый пфанд за эти бутылки. Например, вы купили воду, вы купили там пиво, еще что-нибудь, любую бутылку, любую тару, которую вы купили, вы можете пойти сдать. Если стеклянная бутылка, например, пивная, это в районе там 7-11 центов, то если это металлическая алюминиевая доза или пластиковая бутылка, это 25 центов. То есть это уже чувствительная сумма, которую можно обратно себе вернуть. И, конечно, люди, которые сюда приезжают или недавно переехали, они такие, блин, сдавать бутылки, это кринж. Но потом вы понимаете, что, во-первых, вам не надо идти и выкидывать эти бутылки. Вы купили ящик, вы с этим ящиком поехали, вместе с ящиком сдали. То есть этот ящик 3, 4, 5 евро, например, и плюс эти бутылки, которые вам не надо в мусор запихивать. Потому что по поводу сортировки мусора здесь тоже есть свои нюансы. Мусорные контейнеры здесь не бесконечные. И вы не можете просто все положить, как это делают, например, у нас там или в Америке, когда они все в этот мусор кидают. Я уже не раз говорил, когда мы были в Америке, мне просто кровь из глаз шла после 10 лет в Германии, как они сортируют мусор. То есть отсутствие сортировки, я уже на такое не могу смотреть, но мне просто сердце болит от этого. И это очень сложно на это смотреть нормальными трезвыми глазами европейского человека, скажем так. То есть здесь отдельно пластик, отдельно стекло, отдельно бумага и отдельно, который мусор, остатки. Еще есть биомусор. Биомусор — это который у вас там остатки от еды, но там тоже есть много нюансов. Это не остатки от еды, это должна быть обязательно не готовая еда, это может быть просто очистки от ваших овощей, например. Да, овощей, свежих, не вареных. Или
от картошки, там еще что-нибудь, или огрызки от яблок и так далее. Там кости нельзя, это нельзя, там много своих нюансов. Поэтому... Косточки от авокадо тоже нельзя, например, в биомусор. Да? В общем, это тоже делается, и это тоже стоит денег. Вы тоже за этот мусор будете в любом случае платить. Мы лично платим за 4 человек в районе 200 евро в год за переработку мусора. И, да. Следующий пункт, он, наверное, больше касается все-таки владельцев жилья, а не тех, кто снимает ее. Это модернизация вашего жилья, вашего помещения, вашего дома, вашей квартиры. Многие знают, что утепление крыш, утепление фасадов может значительно экономить ваши коммунальные платежи, особенно отопление, ну и в данном случае электроэнергию, если она также участвует в обогреве, например, да? Да, я никогда не забуду, когда очень весело было смотреть, когда в Крыму у нас в подъездах были батареи для отопления, то есть, ну, в подъездах раньше никто на самом деле не задумывался насчет экономии, и это был тоже большой минус. И, конечно же, никто не задумывался насчет адаптации тех или иных способов обустройства домов. Ну, сделать в Крыму отопление в подъездах — это полный бред. У нас нету минус 30, минус 40, минус 50 градусов, чтобы там промерзало что-то или еще что-то. То есть это был бесполезный, выкинутый в воздух ресурс. Вы грели атмосферу Земли, можно сказать, а не то, что надо. Здесь обогрева подъездов нет вообще от слова совсем. Оно здесь и не надо, и погода здесь это позволяет не использовать. Здесь нет морозов минус 40, минус 30, да и минус 10 очень редки. И поэтому здесь, конечно, в последнем доме, где мы жили, он был сделан по последнему слову техники, и он был сделан как термос. То есть я вам сейчас не совру, если вам скажу, что вот у нас было на кухне, например, если вы откроете дверь на балкон, стена была в районе метра в толщину. Правда. То есть там было посредине газоблок, так называемый, либо бетонный блок, потом был еще один слой кирпича, и по бокам было полипропилен, и либо, как его еще называют, как его называют, полипропилен, который белый этот материал, ну вы поняли меня. И получается так, что я зимой в минус 10 выходил в подъезд, специально ложил градусник. Как я уже сказал, можете в Инстаграме посмотреть, у нас мы часто выкладываем такие интересные факты. Было в подъезде плюс 18. На улице минус 10, в подъезде плюс 18. Дома мы даже когда уезжали, отключали отопление, у нас было... Если мы надолго уезжали. Если мы надолго уезжали, было неделю, плюс например, 19. да. Вообще, конечно, тоже тут такой нюанс. Если вы уезжаете на 2-3 дня, отопление лучше не отключать. В чем еще плюс? Если вы собственник жилья, государство предоставляет специальные субсидии для модернизации вашего жилья под очень выгодные проценты. Мы подходим к следующему пункту, очень важный. Тебе слово. Да, это, конечно же, автономность вашего жилья или вашего дома. В Германии, в принципе, если вы живете в квартире, здесь запрещено что-либо ставить на балконы. Но есть нюансы, как собственник вы можете поставить на балконе так называемый балкон-крафтверк. Или, если вы живете в квартире, солнечные панели, которые будут у вас стоять на балконе. Это очень интересная и выгодная на самом деле тема, если ее развивать и заниматься ею. То есть вы можете как минимум при таких панелях заряжать все свои телефоны, ноутбуки, планшеты от этой энергии. Также вы можете поставить накопитель, либо батарею вместе с инвертором, и это будет вам накапливать. С домом же все намного интереснее. В зависимости от того, насколько у вас большая площадь вашей крыши, вы можете заключить договор с какой-либо фирмой, которая занимается Solar, то есть солнечными панелями, и вы можете эти панели получить даже бесплатно. Это мало тоже кто знает, и эта тема начинает только сейчас развиваться, то есть вы их ставите бесплатно. В чем же тут подвох? Подвоха в принципе нету, есть нюансы в контракте. То есть вы их ставите, вы будете получать бесплатно себе свет. Если вы хотите, вы можете отдельно поставить накопитель, например, на сколько-то там киловатт-часов какую-либо батарею. Ну, обычно это ставят от 15 до 50, некоторые ставят 100. У этих батарей тоже есть, к сожалению, какой-либо срок службы.
Стоят они тоже недешево. Их миллион всяких фирм предлагает на сегодняшний день. От дешевых китайских до хороших каких-нибудь европейских, и, соответственно, качество тоже. И вы можете это все поставить, приедет фирма, заключит с вами договор, они бесплатно инвестируют в вашу крышу, в модернизацию вашей крыши, вы будете бесплатно получать свет, а они будут до конца этого всего эксплуатационного периода, либо до конца вашей жизни продавать вашу электроэнергию и ложить себе деньги на счет. То есть здесь вы можете, как и во многих других странах, также продавать городу либо государству ваш свет, который произвели ваши солнечные батареи. Которые вы не успели израсходовать. Ну, потому что, да, вы, например, на работе, накопитель у вас полный, у вас нет, к примеру, электроавтомобиля. Хотя у кого есть солнечные батареи, они в скором порядке и в срочном даже порядке переходят на электроавтомобили, потому что это невероятная экономия топлива. Если у вас электрокар и дома панели, вы воткнули, бесплатно зарядили. Все считают, что вы должны там каждый день заряжать. Это неправда. Вы машину заряжаете при условии, что вы в среднем будете ездить 50 км в день на работу, вам машину надо будет заряжать всего лишь один день в неделю. И вы ее заряжаете, например, на выходных, то есть, к примеру, вы ее поставили там на несколько часов, там 8, 10, 15 часов, она у вас зарядилась. Это первая тема. Вторая тема – это вärmepumпы. То есть с определенной глубины земли у вас идет уже теплая вода. Плюс она поднимается под давлением, и благодаря этому у вас вода уже приходит в дом при температуре 30 градусов, образно говоря. И у вас есть электрический нагреватель, который питается с вашей панели электрической. И оно все вместе будет догревать до ваших там 40 градусов, сколько вам нужно температур, чтобы принять душ, либо умыться, либо еще что-нибудь. Либо вас устраивает 30-градусная вода, тогда будет у вас подогреваться минимум, и минимум расход энергии будет. Также есть третий способ. Он, в принципе, сегодня уже не такой популярный, но его до сих пор используют. Это панели, но эти панели не вырабатывают энергию, они подогревают вашу воду. То есть стоит панель одна на крыше, и вода туда поднимается. На крыше стоит панель, в этой панели идут трубы, и в этих трубах нагревается вода. И также она сохраняется, там будет небольшой бойлер, например, там 30 или 50 литровый, в котором эта вода будет циркулироваться и постоянно нагреваться. То есть вы платите, грубо говоря, за электрический насос, который будет эту воду циркулировать с панели в ваш котел и все время будет поддерживать там температуру, к примеру, 25, 30, 35 градусов, смотря сколько вы выставите в настройках. Вот такие дома – это наше будущее, скажем так, и это наше настоящее. И если вы строите дом, государство хочет, чтобы ваш дом был минимум на 70% автономным. То есть вы не можете сказать: нет, я это не хочу, это не хочу, это не хочу. Вам просто этого не разрешат сделать. А если вы это сделаете, вы еще и получите какую-то скидку на все эти плюшечки. И чем более автономный у вас будет дом, тем, конечно, вы будете более себя свободно чувствовать. Как показало время короны, особенно у тех, у кого там есть свои куры, свой огород или еще что-то. Даже в Германии это был большой-большой плюс. Да, сейчас действительно можно заметить, что практически все новые дома, которые строятся, оснащены солнечными батареями. На юге, да, на севере. На юге, да, на здесь севере это еще. очень распространено. На севере больше ветряков. Кстати, вот разница в Германии между севером и югом. Здесь почти нет ветряков, но здесь почти... Я вот ехал на поезде в последний раз, и на каждом, буквально втором доме стоят солнечные панели. Если какое-то предприятие, крыша накрыта солнечными панелями, то есть предприятия, они уже расходуют собственную энергию, стараются, по крайней мере. Заводы, огромные площади. Стоит завод, у него там невероятная площадь крыши, почему ее не накрыть? Много сейчас делают на заправках, много сейчас делают на стоянках. Стоянки накрывают солнечными панелями, это тоже крутая тема. Машина стоит в тени, вырабатывается сверху энергия, все довольны. И последний пункт, про который, возможно, многие не забывают, либо совсем не знают про него. Это же вычеты по коммунальным платежам в налогах. Когда вы заполняете налоговую декларацию, есть некоторые графы, в которых вы можете просто списать ваши расходы по коммунальным платежам. Но это не значит, что ваши расходы на электроэнергию, да?
Нет, конечно же. Это, например, расходы на сантехника, на некоторые ремонтные работы, на хаусмастера. Либо когда в Германии принято каждый год проверять, например, ваш, как это называется, когда чистят камины, трубочист, когда приходит. Трубочист. Так и есть, да. И чаще всего, даже если вы снимаете жилье, эту стоимость оплачиваете все-таки вы. Так вот, эту сумму можно ежегодно списывать с ваших налогов при подаче декларации. Все же это уменьшает вашу налогооблагаемую базу, а соответственно вы остаетесь при этом только в плюсе. Есть еще несколько нюансов, когда вы можете, какие еще можно списать моменты, например, если у вас в саду убирают, это также списывается с налогов. Так что все нужно знать, все нужно учитывать. Подведем итог? Да. В первую очередь, очень важный момент. Вся эта экономия отражается не только в деньгах. Это прежде всего экономия ресурсов и их грамотное использование, что в настоящее время крайне важно, мы считаем. И об этом никогда не много говорить. У нас хоть во многих видео повторяются некоторые пункты, но я считаю, это важные пункты. Чем больше мы об этом говорим, возможно, кто-то больше об этом запомнит, либо задумается, как минимум. А если у вас есть какие-то замечания или предложения, пишите их в комментариях. Мы все комментарии читаем, на все отвечаем. Либо, если мы не отвечаем, то ответим в следующих видео, чтобы дать более развернутый ответ. Всем спасибо! Пока!